Что, товарищи, доброе утро. Время без 29. В 7 часов встал, быстренько собрался. Получается, прямо тут и заночевал. Вот на этот раз. Вот кто меня утром посетил. Маленький жабик. Мы выдвигаем, я хочу туда проехаться поближе к берегу, посмотреть, потом обратно. Поездить тут вокруг и потом переехать на другую сторону и, может быть, зайти в монастырь туда, внизу. Поехали. Ветра пока сильного нету, как вчера был, наверное, позже будет. Я вообще думал, что тут все время такой ветер. А ну, тут. Хотя нормально, можно. Попробую тут проехать, чтобы поближе к берегу подъехать. Вот. Опа! Чем не эндуро? Так. Надо запомнить дорогу. Вот видите, тут вода уже. О, чаек полно. О, электроприбор. Вот, короче. Сейчас, наверное, поставлю мотоцикл красиво и сфоткаю. Ну все, народ, сматываем отсюда. Максимально близко подошли, как на момент возможно, без особых нарушений. Короче, миссия выполнена. Здесь было это место. Окей. Отлично. О, новые чуваки проснулись. Сейчас, здорово. Практикуемся немножко везде стоя. У меня, в принципе, сидя тоже нормально. При этой скорости, при которой я еду. Ой, это ребята, которые мне посоветовали. А не, это уже другие, это французы. Вот, ладно. Поехали. Короче, еду сначала на разведку. На место себе поставил точку, где хочу оставить мотоцикл не на официальной парковке, а так. Так его поставить на время, пока я буду там. Вот тут тоже чуваки все наставили свои машины. Если что, я вернусь сюда и просто чуть больше пройдусь. Вот. Переезжаем тут канал, скорее всего. Так, эту точку я себе поставил. Но я не понимаю почему. Сейчас буду смотреть по навигации, почему она мне понравилась. Ставил там свой мотоцикл, получается, вот так у дороги, у поля. Расстояние до официальной парковки я прикинул так метров 400, 300 может, скорее всего 400. Вот. Погода еще пасмурная, может разъясниться, там уже голубое небо, светло. Короче, до парковки дошел за 5 минут. Вот, люди стоят, большая очередь стоит на автобусы. Вот, и написано, что минут 30 еще идти до замка. Вот мы идем. Короче, ребята, мы так и добрались ровно через полчаса. Вот, входим. Собираемся на первую возможность забраться вверх. Опа. Нагрузка для ножек. Опа. Короче, можно так сказать,
на один этаж собрались. Дальше. Так. Идем, можно сказать, по стене. Аккумулятор уже почти сел на камере, я не увидел. Не знаю, сколько еще смогу показать, снять. Дайте интервью. Много чая, много криков чая. Как-то выше не получилось забраться, там завтра пропуск. Тут кто-то встречает меня. О, чувачка, что ты застала? Короче, кто себе купил билет, может вон туда, кто брать билет. Пройтись, у меня билета нету. Я иду вниз. Куча народу. Все, короче, конец похода. Куча людей. Мне на самом деле такое не нравится. И как я понял, мне в принципе так не очень интересно. Снаружи посмотреть красиво. Красиво, интересно. Пофоткаться, а внутри как-то не очень. Короче, сейчас отдохну и снова в дорогу. Потому что именно это зачем я выехал. Мотоцикл вот стоит в целости, сохранности вроде, колеса никто не спустил, надеюсь. Нормально вроде, да? Да. Вот. Еще чуть-чуть и в дорогу. Короче, еще час прошел на сборы, на перекус. Все, отправляемся дальше, наконец-то. Снова с ветерком и солнышко. Жара. Фу, наконец-то. Короче, еще раз по замку. Я пошел нормально, теперь я знаю, что и как. Но если бы еще бы заплатил за парковку там, то пожалел бы, потому что, я не знаю, мне не очень интересно. Как красивый фон для фотографии пойдет, а так... Красивое место. Река, мост. Река Желуне. Желун. Интересно. Можно мне плавать? Сейчас мы будем ехать через мост. Но ребята, велосипедисты, оккупировали все сидячие места. О, туалет. Супер. Но мне не надо. Где можно простернуться. Я сейчас подумаю, я, наверное, вернусь и простернусь. В речке я не плавал, но зато помылся, освежился, постирался. Очень круто. Прямо супер совпало это место. Но уже, правда, 2 часа, 14 часов. Надо поспешить, чтобы хоть чуть-чуть проехать сегодня еще. О, спасибо. Вот как вот просто подходящие вот совпадения такие хорошие по дороге в правильный момент. В правильный момент то, что надо. Я не планировал, а просто совпало. Короче, был только что в Лидле. Взял вот пачку абрикос мне в дорогу и пачку салата на вечер, когда буду что-то готовить, там или чечевицу, или лебеду, зелень. Вот, а еще захотелось йогурта, такого чисто простого, без ничего пустого, био-йогурт. У нас в Германии в Лидле продаются такие стаканы пол-литровые, ну и в Валде, в других магазинах. А тут я пошел и не нашел, там или такие литровые банки, или упаковки вот. Сколько тут получается? Больше литра. Короче, 12 штук по 125 грамм. Я долго думал, брать, не брать, потому что как бы за раз не съем
Взял все-таки часть сейчас съем, а часть позже остановлюсь. Съем. Вот буду так охлаждаться вместо мороженого. Вот, ну орешки тоже взял. Вот сижу тут на парковке. Оприходую свой йогурт. Пока не испортится на жаре. Вот. А при жаре как раз самое то. Это я научился еще, когда в Хорватии там еще полная жара была. Я решил попробовать, и оно мне зашло. Так обычно йогурт редко ем, в принципе, молочный. Но в жару вместо мороженого намного полезнее. Хорошо работает. Хорошо, так ветерок пробирает. Вот они, смотрите, они моргают, типа, очень много я замечаю, мигают, типа, они остаются в кругу, и потом мигают, что они выходят. Я не знаю, у нас в Германии, ну и вообще, в принципе, я думал, по жизни, мигаешь только когда выходишь, а если ты в кругу, типа, остаешься, зачем еще мигать? И так уже ясно, да, это редундантно. Я понимаю, если там круговое движение и две полосы, да, и ты в круговом движении меняешь полосу, да, на внутреннюю, там можешь мигнуть, а тут, блин, короче, очень много чуваков мигает. Типа, вообще я заметил, что во Франции, вот сколько я ездил, с этими дополнительными знаками стоп. И вообще, что люди очень осторожно ездят. Не знаю, или неуверенно, или осторожно, но очень осторожно. Они лучше лишний раз притормозят, лишний раз остановятся, лишний раз медленно проедут, чем просто так проехать, как вот в Германии. Да, в Германии вообще считается, что как бы аккуратненько ездят, относительно спокойно. Вот, но тут вообще такое ощущение, что как будто ездят все, кому за 80 только, с плохой реакцией, да, вот, но как бы нормально, полезно, можно так сказать, просто непривычно для меня. Но это опять же, я тут езжу в маленьких городах, поселках, может там в больших городах, все совсем иначе, может, там ездят все как попало, да, вот как вот в больших городах там в принципе происходит, что Франция, что Германия, Испания, туда-сюда. Вот, но вот это меня удивило, да, что все такие медлительные, аккуратные, медленные вообще. Вот опять чуваки все моргают внутрь, теперь моргают наружу. Не знаю, успел ли заснять. Решил отдохнуть, и заодно вот тут растет ежевика, пощелкаю немножко 5-10 минут. И затем уже поеду дальше. То как-то вот сейчас ехал по достаточно большим дорогам, просто прямо 90-100, ну, разрешается 90, вот, и что-то тут слишком мягко, ну вот, и устал, и решил немножко отдохнуть. Вот, короче, спелая уже, большая. Блин, короче, 140 всего проехал и снова устал. На самом деле уже давно устал.
Да, и в принципе мои йогурты ждут меня. Вот еду, рассматриваю места, может быть, в тенечке, может быть, со скамеечкой, а может даже со столиком. Присесть, прикончить свои йогурты, чтобы они не испортились. Дать отдохнуть плечам, спине, заду. Вот. Короче, так, план был такой, что я сегодня выезжаю на побережье снова океана, получается, на север. И получается, что там, где я был и куда я еду, эти места разделяет такой, ну, не то что полуостров, а ну такой выступ, вот. Я его как бы срезаю каким-то образом так. Вот, и по идее скоро должен выйти снова туда, к побережью, но не знаю, доеду ли я сегодня, потому что уже 5 часов. Я еще буду делать перерыв на йогурт и на еще что-то, то как бы уже будет время искать ночевку, а не ехать туда, потому что конкретного места там тоже я не определил. Так что такие дела, посмотрим. Очень много дорог было так, что вот еду по такой маленькой, потом выезжаю где-то на минут 15 на большую. Тут во Франции они называются D и номер, да, там D120 еще какой-то, D200 что-то. Вот, и по таким дорожкам еще прикольно, хотя бесят эти знаки стоп разные, которые останавливают. А по тем большим дорогам там ничего не останавливает, ну как-то для ума немножко трудно. Плюс я там развиваю скорость, там около 100 км в час. И напрягается затылок, спина, плечи. Может быть из-за того, что у меня шлем такой и нету ветровика. Ну, короче, некомфортно. Так что я предпочитаю больше такие маленькие дорожки. Вот. Смотрим, вот видите, много кукурузы у них тут засажено. Практически все время еду вдоль кукурузы или пшеницы. Но в основном кукурузы. Не знаю, они кукурузу на кукурузу или на это, на корм для зверей, там, для свиней, для коров, не знаю. Ну, коровы вряд ли едят, да? Максимально листья. Вот. Вот снова выехал на D12, короче. И снова гоню. Типа хорошо, когда надо быстрее куда-то добраться. Вот, но скучновато. Вот, чтобы не останавливаться, каждые полчаса немножко даю заду отдохнуть. А то уже накопилась усталость, в принципе, во всем теле и в голове тоже. И намного раньше хочется отдохнуть, чем первые пару дней. Вроде кажется, что тело должно привыкнуть, да, и наоборот. Может, оно привыкнет через еще 2 недели. Но пока что так. Заодно штаны проветриваются хорошо. Если там что, где запотело, немножко проветривается, продувается. Так, по навигации тут сейчас будет вода. Блин, тут, наверное, в церквушке имеется в виду. Потому что вода мне, кстати, особенно питьевая. У меня, кстати, вот тут где-то должен быть кран. Наверное, вот тут за решеткой. Окей, нету воды. В следующий раз. Но зато скамеечки типа. Да, вот сейчас я тут на скамеечках свой йогурт захапаю, а то я уже устал. И чтобы он не испортился. А то прохладный йогурт имеет смысл, а вот теплый уже не очень. Поэтому пока он хоть чуть-чуть еще прохладный. Ой, заодно мусорки, чтобы выкинуть. Фу, наконец-то. Хорошо.
Отдохнуть. Опа. Фух. Хорошо. Жаль, воды не нашел. Но оно иногда показывает просто где церковь, типа там есть где-то кран. Отлично, я йогурты взял, обложил, намочил белье, там трусы, майка, что у меня есть, намочил водой, обложил так. И за счет того, что оно мокрое, оно немножко прохладнее, может еще даже ветер попадал. Вот, и йогурты еще такие прохладненькие, да. Короче, вовремя я их достал. Вот. Они, кстати, немного другие. Это я что, то, что био-йогурт я покупаю в Германии, он такой, ну как, льется, да, он густой, но льется. А этот он как, получается, не знаю, более такой плотный, да. Но оно как бы и то нормально, да. Просто интересно. Наверное, разные технологии. Herzfrequenz 108. Во, слышали? Вот. Такие дороги по мне, на самом деле. Но слишком короткие обычно. Ой, эта штука тоже прикольная, которую можно объехать. Которая ограничивает на 30 км в час. Ну вот немножко тенек. Узенькие извилистые дорожки. О! Или не? Я думал уже побережье, а там просто маленькие озерца. Да, не так быстро. Тут красиво, тут болото, озерца, и чувствуется такая влага и свежесть. Прикольно. Не так жарко, но хоп, и закончилось. И все, дальше идет. Или обождите, или я уже приехал, а ну-ка, посмотрю. Может, я на самом деле уже у побережья. Так и да. Зашибись. А ну-ка поеду туда и посмотрю сразу. Может будет видно, а потом уже мне туда надо по плану. Но тут, чтобы уже удостовериться, что я близко. Запах пока не определенный такой. Ну, я не знаю. Объедем, может, тут. А, вот, отлично. И тут, может, объедем. Посмотрим. А ну-ка, я посмотрю, может, припаркуюсь. Да, я припаркуюсь тут. Вот, в тенечке. Может, дам назад, чтобы не было видно меня. И пойдем быстренько посмотрим. Посмотрим там на берег, как выглядит, что к чему. Вот, у меня плавок нет. Может, я голышом пойду в воду. Поэтому надо место, где нету людей, чтобы никого не смущать. Немножко пахнет то ли водорослями, то ли медузами, минимально. Так, смотрим. Вот так, в принципе, я могу и тут с палаткой встать. На самом деле, я думаю, к вечеру люди уйдут.
Я сюда могу на мотоцикле заехать без проблем. И вот прямо тут могу встать с палаткой. Посмотрим. О, зашибись. До моря, конечно, еще топать и топать. Я так прикину метров 100 где-то. 200. 200. Вот, ну так вот выглядит пляж. Вот. Короче, одна точка есть. Сейчас поедем дальше, если что, вернемся сюда. У меня тут даже свой гараж есть. Короче, я это место тут сейчас запомню на карте. Если что, вернусь, мне нравится. Ну, возможно, там и да, остальные такие прикольные места есть. Вот. Короче, едем дальше, смотрим, если что, возвращаюсь сюда с крышей. Там палатку ставить нельзя, я если что тут ее поставлю, тоже неплохо на самом деле. Мотоцикл и палатку тут, и туда буду выходить поплавать и возвращаться обратно. Прикольное место. В натуре сейчас его запомню, если что, вернусь. Повезло, лучше, чем я ожидал на самом деле. Там у того места сразу поблизости кемпинг. Вот, и там еще один заезд, короче. Короче, как я понимаю, тут все устроено под пляжи. И сейчас 18 часов. И в принципе, я вот еще чуть-чуть дальше сюда проеду. Но в принципе далеко ехать нету смысла. Лучше тут уже остановиться потихоньку, посмотреть пляж, посмотреть место под палатку. Там, короче, и вот и заправка рядышком. Дорогая, правда, но какая есть. И механик тут есть, если что. Вот. А, мне направо, блин, я себе заблокировал. Короче, еще где-то так полчасика покатаюсь тут и, наверное, все-таки вернусь, потому что там место классное все-таки. Ну что, народ, снова я на связи со своей готовкой на вечер. Вот. Я немного отдохнул. И вот сейчас уже 20 минут 8. И я решил остаться все-таки там, где до этого решил, да. Отъехал вот сейчас буквально 5 минут оттуда езды на восток. Тут типа кемпинг. И тоже пляж, там вот пляж. Но он такой там метров 200 до воды. Никто не плавает, просто люди немного отдыхают. Не знаю, может только сегодня или в принципе. Вот тут столики, там туалет общественный. Там играют в классическую традиционную французскую игру, там где шары бросают. Как я понимаю, кто ближе подбросил шар к определенной точке, тому очки зачитываются, и можно шары соперника типа отбрасывать. Но это не точно. Это так примерно. Вот. Я готовлю снова чечевицу, потому что вечер, мне нравится. Вот с морковкой. И у нас еще салат будет, так как мне нравится. Салат немножко не тот, который мне нравится, но я решил, если того, который мне нравится, нету, возьму хоть такой, чтобы немножко зелени было. Вот. День прошел весьма таки напряженно из-за больших дорог, потому что там ничего интересного, в основном прямо. Сильный ветер и так дует, и я еще гоню под 100. Тут очень сильно напрягается все. Вот потом съезжаю с дорог на такие маленькие дорожки, немножко отдыхаю, и потом снова на большую.
Короче, ребята, вечер удался. Не только потому, что вкусно и красиво поужинал. Тут только что проходила еще женщина с австралийской овчаркой, черная австралийская овчарка. Девочка, у нее один глаз карий, другой светло-голубой такой, почти что белый. Вот, мы с ней поласкались, я ее поласкал, она мне поулыбалась, пооблизывала меня. Короче, поиграли с ней. Мне очень нравятся собаки, вот. Она мне дала море позитива, такая ласковая была. Вот, теперь можно ехать. Еще где-то час будет солнце светить, где-то без 10 закат. Вот, короче, хорошее место. Столики под солнышком. Подождите, у меня был красный, кажется, да? Я на красный поехал. Я что-то не врубился. О, вот теперь зеленый. Я привык, что там есть светофоры, а все время знаки стоп. Я когда на автомате поехал на линию остановиться, чтобы потом еще. Вот тут получается там кемпинг. Вот и мое место вот тут получается сейчас будет. Да, вон оно, в принципе, вот там это здание, где я хочу. Ну вот, и вот поле перед зданиями, там эти кусты. Вот уже один кемпинг приехал, в принципе. И если не в здании, то там у кустов можно. Так что нормально, не пропаду. А сейчас мы где-то минут 10 еще в ту сторону поедем, посмотрим, что там. Вот хочу заметить, что тут дома уже не каменные в основном, а отштукатуренные, покрашенные. Поэтому я думаю, каменные дома или чисто той местности, или они все-таки как бы сельские-то такие, да, этих разных аграрных чуваков там, крестьян. Вот, а так вообще, в принципе, разные. Вот тут похоже на фахверк, но я думаю, это чисто нарисовано. Не по-настоящему фахверк. А может, по-настоящему. Тут только получается балкон или что это, пристройка. Вот. Да. Надо было, может, мне за ними надо было поехать? А ну-ка посмотрим. Не. Вот, мой. А вот, смотрите, танк. Сейчас мы развернемся, посмотрим танк. Если мы уже катаемся, смотрим достопримечательности. Тут, короче, все настроено на тему, да, что пришли американцы, и канадцы, и британцы туда-сюда. И вот это место, типа, освобождали. Вот, и освободили в какой-то степени, оба, от нациков. И вот сейчас мы тут припаркуемся на секунду. Опа. И пойдем ножками посмотрим, что там за танк. Вы сможете, если разбираетесь, сами написать. Наверное, такой понтон, да? Типа, который так вываливался и по нему шли, или что это такое, или это чисто буксир, лодка. Думал, что вот так оно, типа, из танка вываливалось, но походу это типа прицеп плывучий. Тут, к сожалению, все только на французском написано. Мне сейчас влом переводить с гуглом. Но я вот снимаю, и можно будет дома, кому охота. Сам танк, но это меньше, наверное, танк, больше такой
транспортер. А хотя не, пушка есть. Вот так он спереди выглядит. Гусеницы. Вот. Сбоку. Интересно, как придумывали форму. Было бы интересно, что он такой, а не другой. Вот тут, наверное, оттуда выходили ребята, внутри были. Вот получается, едем параллельно океану. Вот я съехал с главной дороги посмотреть еще на один пляж. Тут парковка типа. Я так тихонько заеду, посмотрю. Получается закат на пляже. Красиво там камни и закат. Еду снова на главную дорогу. И там еще сколько показывает, 4,5 километра до точки, которую я поставил. Там на карте нарисован шлем, типа памятник. И рядом кран с водой. Посмотрим. Если да, то круто, наберем. Если нет, то нормально, еще есть немного воды. 30, блин, ну зачем нам 30? Может, только разогнались. Опа! Церквушка, как обычно. Там кемперы или что-то. Ну так все. Снизу смотрелось лучше. А, тут видите, тут надо, блин, что-то, не знаю, пропускной. Ну, мы так, чисто посмотреть, спросить. Мы чисто спросить. Стоит. Так, получается, что тут сцены из войны, походу. Вот это, наверное, генерал какой-то, британец, да? Сидит, тоскует по временам молодости. Вот это чувак с пулеметом. Пулемет как будто немецкий, не? Без понятия. Так. И вот англичане, походу, да, у них такие каски были вроде. Я не отвечаю, да, но мне кажется. Вот. Можно потрогать. Сделаны из шайб. Шайба на 8 где-то, я бы сказал. Вот. Ну, прикольно. Вот он, можно сказать, помогает своему чуваку встать. Или говорит, давай вставай уже. А чувак говорит, не-не, я с низкого старта. Ты давай с высокого, а я с низкого старта. И вот они на перегонки, наверное. Вот. Вот еще один чувак. Он уже в берете. Вот я не знаю. Ну, наверное, просто на всех шлем не хватило. О, этот чувак идет сдаваться. Ты чё? Он идет сдаваться или он финтует? Типа, я сдаюсь, идите, берите меня. А тут его дружбаны. Тут как тут. Вот. И это, походу, пушка. Сейчас дойдем до пушки. Вы простите мои глупые комментарии, но у меня сегодня сейчас настроение такое. Я немного уставший и все равно такой в хорошем настроении. Вот это пушка. Здорово, чувак. Вот эта пушка. Сначала почитаем то, что тут написано. Interdirection des montures. Interdirection des montures, des musées decline to blah blah. Please do not climb. The museum decline all responsibility for accidents. Короче, не залазить. Музей не отвечает за аварии, за... Ну, если мы сегодня что-то сделаем, короче. Вот. Ой, чувак там на параплане. Красиво. Окей, пушка. Оба, оно на меня подымет. Мы сейчас посмотрим внутрь.
Вот. Я не разбираюсь, но вот эти штуки, они, наверное, типа газ, да, чтобы отдача была меньше, они принимают газ или что-то. А может и нет, не знаю. Вон чувак на параплане с мотором. Сейчас птицу тогда. Прикольно. Ладно, идем дальше, а то не успеем. Собачки прикольные, но мне нравятся побольше, которые. Ладно, короче, едем. Вот Мария стоит. Говорит, шо ж ты, Пашка, на мотоцикле на мою землю приехал-то? Неужели ты такой тупой, не мог припарковаться, как все нормальные люди? А я говорю, Мария, да, все правильно, такой я. Вот. Так, солнце еще стоит. Ребята есть. Паркуемся. Кстати, там, где я на закат смотрел, там вода намного ближе к берегу. Там можно сразу войти в воду. Потому что вот тут и там, где я ужинал, там вода где-то метров 100-150 точно, может даже 200 от берега. Это значит, надо идти. О, тут, кстати, тоже вода пришла ближе. Прилив. И, в принципе, смотрите, красиво тоже. Смотрим, как будет завтра утром. Не знаю, может, я сегодня даже ночью войду в воду немножко. Попробую хоть чуть-чуть. Окей. Ну, ясно, короче. Мотоцикл еще стоит. Это хорошая примета. Это к тому, что... К добру, да, что... К тому, что у меня мотоцикл есть еще. Не угнали. Франция, да? Но это потому, что мы на севере. Все бандиты, гангстериты, они на юге. Вот, там бы стал мотоцикл, повернулся, отвернулся, развернулся, обернулся и хоп. И мотоцикла уже нет. Южане. Вот там бутылка разбитая. И мы тут на всякий случай зачистим. Место для палатки. Ставлю тут палатку. Кстати, кемпер, который тут стоял, уже уехал. Поэтому буду тут один. Тут еще такая акустика, как будто я на сцене. Была гитарка, забацал и что-то. А так тут в компании Стича, в компании водителя автобуса Симпсонов, не помню как его зовут. Кто знает, может написать в комментариях. Все, ставлю палатку. Вот прикольно, да, что солнце уже село. Село уже минут 20 назад, да, но все равно небо светлое и, соответственно, светло. Вот, я почему-то себе представлял, что солнце село и темно. Вот.